Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, друзья! С вами вновь Лариса Левинская. И тему сегодняшнего урока мне подсказал вопрос одного из участников вебинара, онлайн-вебинара. Возможно, вы, когда принимаете участие в вебинарах, вы замечали, что большинство участников не имеет аватарки. Насколько это важно для вас или нет, я не могу утверждать стопроцентно. Но если вы продвигаете свой персональный бренд в интернет, мелочей быть не может. Даже такие мелочи, как отсутствие аватарки для вас, как участников вебинара. Вот наглядный пример. Видите, у большинства участников нет аватарки. Я буду говорить конкретно про платформу ProofMe, самую популярную, самую востребованную на сегодняшний день платформу для проведения вебинаров. Как сделать, добавить аватарку? Элементарно. Все, что вам надо, это зарегистрироваться на ProofMe. Итак, я загрузила платформу proofme.com. Справа вверху есть надпись «Войти», но для регистрации выбираю значок студента. Щелкаю по нему и затем выбираю «Регистрация». Ввожу свое имя, фамилию, заполняю все поля в этой форме. Поля заполнены, теперь выбираю «Согласие с правилом предоставления услуг». Ставлю галочку в чекбоксе. Выбираю «Регистрация». Необходимо подтвердить аккаунт. Номер телефона у меня. Выбираем страну. В данном случае я выбираю страну Молдова. Я выбрала страну Молдова, вписала номер своего мобильного телефона. Выбираю «Получить код». Так, пришла смс с кодом. Выбираю «Подтвердить». Теперь я захожу, щелкаю по своему имени и фамилии вправо вверху. Выбираю «Мои настройки». Выбираю справа. Если есть необходимость, можно заполнить недостающие поля, рассказать о себе как можно больше, дать ссылки на сайт, на контактный имейл и все остальное, ссылки на соцсети. Но в данном случае меня интересует загрузить новый аватар справа вверху. Выбираем «Загрузить изображение». Обратите внимание, что баннер должен быть размером не больше 400 на 400 пикселей. Я выбрала эту аватарку. Теперь я помещу при помощи, хватаю за уголок и перемещу так, чтобы вся фотография у меня поместилась. Выбираю «Сохранить» справа внизу. Так, аватарку я добавила. Теперь я спускаюсь вниз, выбираю «Сохранить». Вот, собственно, и все, что необходимо было сделать на платформе ProofMe, для того, чтобы при проведении следующих вебинаров у вас, как у участников вебинаров, были загружены автоматически аватарка при написании сообщений в чате в данном случае. Обратите внимание, делается это совершенно бесплатно, никаких тарифных планов изучать вам не надо, никакой оплаты вносить вам не надо. Итак, давайте проверим, как это работает. Я нахожу в почте ссылку с приглашением на вебинар, копирую эту ссылку, перехожу в свой браузер Chrome, вставляю ссылку в строку браузера, Enter, выбираю «Войти в вебинар». Как видите, вот все участники в процентном соотношении 99-98%, у всех аватарки нет, за редким исключением. Давайте тоже поприветствуем участников, заодно проверим, получилось у меня установить аватарку для участия в вебинаре. Всем добрый вечер, я набрала и нажимаю Enter. Как видите, все получилось, аватарка есть. Вот, собственно, и все. Я надеюсь, что сегодняшнее видео будет вам полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Лариса Левинская. До скорой встречи!